Всем привет! Несмотря на то, что мы живем в таком прекрасном месте, как остров Самуи, тяга к путешествиям у нас все равно не пропадает. С момента нашего с Олей последнего путешествия прошло уже, по-моему, несколько месяцев. Ну, такое чувство, что это было очень давно. Мы засиделись дома, нам очень хочется куда-то отправиться путешествовать, но, к сожалению, сейчас в Таиланде третья волна ковида, перемещения по стране не совсем просты. Но мы нашли выход из этого. Мы отправляемся в маленькое, но все же путешествие. В этот раз мы не покинем Самуи, но туристами мы себя почувствуем. Не будем забегать вперед, собираемся и едем. Сказал, что остров Самуи покидать не будем, и путешествие совсем короткое, но вещей мы взяли столько, как будто мы отправляемся в кругосветку. Но на самом деле большая часть вещей – это техника, без которого не будет этого видео. Ну, как и сказал, наше путешествие сегодня очень короткое, оно заняло всего лишь 15 минут, и мы приехали в один из моих самых любимых пятизвездочных отелей. Это Ваннабель, который находится на пляже Чевенгной. Про сам отель и про пляж мы обязательно расскажем очень подробно чуть попозже, а сейчас у нас заселение. Пойдемте. Встреча в Ваннабель начинается с омовения, и здесь не просто вода, здесь вода с добавлением розового масла. And we put the Thai perfume as well. Ну, с тайским парфюмом. Welcome to Vannabell Naka. Have a wonderful during your stay here and good luck with camping. Окей. Это очень вкусно пахнет. Теперь при регистрации в отеле нужно заполнять специальную форму. Там указывается номер паспорта, откуда вы приехали, есть ли какие-то симптомы. Если нет, то вам выдается QR-код, который как раз сканируют работники отеля. Карта отеля, вот она наша вилла, прям совсем рядом с пляжем. Это тайский синий чай, очень полезный, но самое главное, посмотрите, как оформлен стаканчик. Вот этот стаканчик, это подобие Кротонга, который запускают у нас в октябре во время праздника Луи Кротонг. И здесь в Ваннабель тоже устроили вот такую вот церемонию для туристов. Развлекают, конечно, в Ваннабель гостей по полной, омовения и запуски кротонгов. А сейчас еще нас поедут катать по территории отеля к нашей вилле. Thank you. Ой, как прохладно. И посмотрите, какая красота. О, прям сразу с видом на море. Красота. Так выглядит вилла. В принципе, все категории Ваннабель – это open space, это когда гостиная и спальня – это единое пространство. Именно поэтому Ваннабель больше подходит для отдыха вдвоем, чем для семейного отдыха. Но, в принципе, у меня жили люди с детьми, по-моему, даже были с 2 детьми, если я не ошибаюсь, и все, в принципе, оставались довольны. Пойдемте покажу еще, что здесь у нас. Здесь у нас гардеробная, и дальше у нас ванная комната. Но самое главное здесь сама ванна. Потому что вам, людям в России, наверное, этого не понять. А мы, живя здесь, на острове, в основном во всех домах, здесь только душ. И если в отеле есть ванная, это просто счастье. И на вилле есть еще балкон свой собственный с лежаками. Вот он сразу пляж.
нас не просто проживание в отеле, у нас проживание в отеле с полным пансионом, то есть завтрак, обед и ужин включен. И сейчас мы идем на обед, а потом у нас еще какой-то тестинг. Мы даже не поняли тестинг чего, ну посмотрим. Я в прошлых видео уже говорил о том, что сейчас все-таки Таиланд живет внутренним туризмом, а внутренний туризм — это тайцы. А, соответственно, многие отели перешли с обычного меню, с европейского меню на тайское меню. В Аннабелле раньше преобладала итальянская кухня, а тайская была, ну, как бы дополнительной. Сейчас все немножко наоборот. Сейчас преобладает тайская кухня, а итальянская стала дополнительной. И еще такой момент по кухне, что готовят и для тайцев, и, соответственно, готовят прям исконно тайские блюда с нормальным количеством, нормальным для тайцев, нормальным количеством перца. Но это сейчас, пока туристов нету, пока европейских туристов нету, а когда все начнет возвращаться, да, уже и кухни начнут возвращаться к привычному, к европейскому привычному вкусу. Ну что ж, я попробую свое блюдо. Здесь у нас свинина по-тайскому, господи, сколько здесь перца. Но я хотел попробовать именно тайское, попросил, чтобы нам порекомендовали что-то тайское. Попробуем салатик с помело. И тут тоже перца хватает. Что ж, давайте я сразу с риса начну. Салат интересный вкус. Такой, знаете, помело, перчик, потом, по-моему, лимонграсс, что ли, тут есть. Ну, что-то, в общем, такой интересный вкус. Сейчас попробуем свинину. Свинина хоть на вид и казалась самой острой, а оказалась самой неострой. Салат больше острый. Кстати, обратите внимание, как я ем. Вилкой и ложкой. Ложка в главной руке, то есть здесь, в Таиланде, по этикету считается, что надо есть ложкой. Вилка используется, как у нас используется нож, а нож используется только тогда, когда его надо применять, то есть когда надо что-то порезать. Несмотря на то, что я уже 10 лет живу в Таиланде, все равно что-нибудь находится новое, постоянно. И вот, например, с этим салатом. Тут краб полностью зажаренный. Я сначала подумал, надо ковыряться, что-то доставать. Оказывается, его можно полностью есть. Посмотрите, как он приготовлен. То есть вот она клешня, да, вот его панцирь, да, и он полностью мягкий. То есть можно прям сразу есть вот так вот. И очень вкусный. Удивительно. Ну что ж, обед был прям хороший, от которого прям жарко стало. Перед тем, как идти снова есть на этот тестинг, надо пройтись, прогуляться, чтобы нагулять аппетит, а то мы лопнем. Ну, территорию отеля и сам отель я покажу завтра. Завтра у нас назначен инспекшн всего отеля. А сейчас нас уже ждут на Тестинге. Ну, оказалось, что тестинг – это тестинг не еды, как почему-то нам показалось. Что-то мы невнимательно слушали нашего проводника. Оказалось, тестировать мы будем тайский ром. Первый ром, который мы будем тестировать – это Прая ром. Ну что ж, давайте попробуем. Ну, такой. Ой, а такой, знаете, я вот крепкий алкоголь не люблю, как бы это вообще не мое. Но, знаете, на вкус он прям, ну, очень мягкий. И, ну, и потом еще, знаете, такой послевкусие открывается после него. Это прям удивительно. Следующий ром, который мы попробуем, это Меконг. Это тоже популярный ром среди тайцев. И тут даже на этикетке написано, это дух Таиланда. Но тоже, знаете, такой необычный какой-то вкус. Если Прая был такой мягкий, такой нежный, то здесь вот даже вот, знаете, аромат даже уже такой со стринкой, то есть вот прям вот как будто вы тайскую кухню едите. И после того вот появляется такой привкус джинджер, имбиря и black pepper, и черного перца. С последним ромом, Меконгом, с ним делают коктейли. То есть если первый пьют чистым, то второй больше для коктейлей. Хотя мне, если честно, он в чистом виде очень даже понравился. В самом Меконге есть привкус имбиря. И когда делают коктейль, доливают туда еще имбиря, чтобы прочувствовать его полностью, и лимон. Ну, в принципе, такой легкий коктейль. Попробуем. В смысле, легко делается. Очень вкусно. Это прям очень вкусно. И здесь вообще, знаете, вот тут, ну, она, в принципе, много налила рома, но здесь вообще его не ощущается. Я бы сказал, это даже такой освежающий коктейль. Теперь я знаю, какие коктейли заказывать с каким ромом. Вот мне больше понравился Меконг. То есть с ним прям, ну, в нем такой, знаете, вот что-то в нем действительно дух Таиланда. Ну и теперь вы знаете, что можно привезти из Таиланда, да, помимо каких-то
полезных вещей можно еще немножко вредные вещи, но они очень вкусные. Это вот такой вот ром. Ну, если кто употребляет алкоголь, действительно хороший подарок, и это ром, за который вам не будет стыдно. Так вот погода меняется. Вроде было солнце, и резко пошел дождь, но зато он принесет прохладу. И ужинать мы будем во втором ресторане отеля Ванабе. Это ресторан Кайри. Он работает на завтраки и на ужины. В отличие от ресторана Панали, в котором мы обедали, здесь преобладает европейская кухня. Нам сейчас все принесут, все покажем, что мы заказали. Но помимо этого мы заказали 2 коктейля как раз из того рома, который мы дегустировали из Меконга и Прая. И самое забавное, что мне достался вот такой вот красивый коктейль, да, в такой прям женский, да, а Оле вот такой прям чисто мужской. Кстати, он называется Golden Storm. Тоже такое чисто женское название коктейля, да. Сказал, в этом ресторане преобладает европейская кухня. И мы заказали себе стейк из лосося и рибай стейк. Сейчас будем пробовать. Прям по мясу можно точно сказать, насколько хороший ресторан. Ну, прям хороший. Хорошо приготовлено, хорошо прожарено. Хороший ресторан, поверьте, хороший. Мясо прям хорошо приготовлено. Всем доброе утро. Мы отправляемся на завтрак. Завтрак, так как в отеле сейчас не так много людей, завтрак здесь по меню а-ля карт. Но когда люди вернутся, когда вы вернетесь наконец-таки, вернутся и шведские столы. Мы вчера видели меню утреннее, и такое одно из интересных блюд – это лакшери яйца пашот с креветками. Так, ну, мы живем в отеле лакшери, поэтому тут даже яйца пашот лакшери. Вот меню на завтрак, оно такое обширное. Я на самом деле боялся, что здесь, из-за того, что сейчас все-таки больше тайцев в отеле, будет тайская кухня, но здесь преобладает больше европейская кухня. Я себе заказал бенедикт, Ванабель бенедикт, вот такая красивая подача здесь. А Оля заказала себе лакшери пашот. Мы на самом деле заказали только яйца бенедикт и пашот и панкейки. Но нам почему-то принесли еще еды. Не знаю, может, подумали, что мы стесняемся. Короче, принесли нам тайский суп, пельмешки и еще один омлет. В общем, нам главное сейчас не лопнуть. Одними яйцами бенедикт не наестся, поэтому я даже рад тому, что мне принесли этот рисовый суп. Я думаю, многие его встречали, этот суп, на завтраке в тайских отелях, но обходили стороной, потому что у нас как-то не принято начинать утро с супа. Но если у вас насыщенный день, насыщенная экскурсия, то я как раз его очень рекомендую, потому что он даст вам энергию на весь день. Выглядит он, конечно, не презентабельно, такой вот разваренный рис. Варится это все на мясном бульоне, добавляется сюда имбирь, взбодритесь с утра, всякие специи и зеленушка. Смотрите, у нас прям не завтрак, а прям шоу. Нам сейчас будут показывать, как готовят блинчики. Пришел сам шеф-повар. Впервые вижу, чтобы на завтраке кулинарное шоу показывали для гостей. Вот такая вот красота, приготовленная прямо для нас, прямо при нас. Ну что, давайте попробуем, что это за блинчики такие. Знаете, они в таком мандариновом сиропе и очень-очень нежные. Прям
я бы сказал, тают во рту. Так что, если будете останавливаться в Аннабель, закажите тоже вот эти блинчики обязательно. Останавливаясь в таком отеле, я не могу не показать, не провести инспекцию этого отеля. Но, несмотря на ковид, большинство номеров оказалось занято. Поэтому нам покажут только 2 категории. Но на самом деле не страшно, потому что большинство номеров, они похожи внутри, различаются только видом. Первую категорию номера, которую мы смотрим, это Ocean Pool Suite. То есть номер с видом на море. Он ничем не отличается от самой простой категории номера, Jungle, вот только видом на море. Ну, даже чем-то, знаете, похожим, да, вот даже наша вилла чем-то похожа. Единственное, что у нас более большая ванна, разделенная, да, а все в остальном, ну, плюс-минус где-то что-то похоже. Концепция номеров, как и говорил, open space, то есть единое пространство. Давайте выйдем на балкон, покажу вам вид на море. И бассейн тут поменьше, чем на нашей вилле. Ну, все-таки вилла – это самая дорогая категория номера, поэтому она должна чем-то отличаться от номеров. Ну, а Jungle, он находится прямо под нами, у него тоже свой собственный бассейн. Все номера здесь, все категории номеров со своим собственным бассейном. Но у Jungle, получается, вида на море нету, есть вид на джунгли. Ну, соответственно, из названия понятно. Вот на этой кровати можно разместить ребенка, причем ребенок до 12 лет, он размещается абсолютно бесплатно, то есть нет никаких дополнительных плат. Ну и если у вас маленький ребенок совсем, то детская кроватка тоже ставится. Диван здесь не смотрите, диван убираются вот эти мягкие подушки двойные, да, кладется нормальный матрас, то есть становится такая полноценная кровать. Ванная такая же, как у нас. Ванные тоже во всех категориях номеров. Ну и здесь дополнительно еще душ. И следующая категория – это премиум Ocean Pool Suite. Так, да, я забыл показать, и в той категории номера тоже была такая гардеробная. Ну, как видите, тоже все один в один. То есть номер прям одинаковый. Единственное, только здесь 2 раздельные кровати. То есть есть номера, где 2 раздельные кровати, но их немного. И здесь вид, конечно, лучше, чем в предыдущей категории, потому что мы на верхнем этаже. Вид открывается более панорамный, особенно когда вы подплываете к краешку бассейна. Жалко мне это сейчас не сделать, чтобы вам показать. Но я думаю, по видео будет понятно, что здесь лучше. И да, и на каждом балконе есть лежаки. И, кстати, есть еще вот такой коннект, внешний коннект между номерами. То есть, если у вас несколько семей приезжает, либо одна большая семья, то можно взять 2 номера соседние, и тогда получится один большой. Ну, коннект, правда, через балкон. Но вообще тут такие огромные кровати, что по большому счету тут можно и 4 взрослых спокойно расселить, но по правилам отеля в номере максимум может расселиться 2 взрослых и 2 детей. Большинство номеров и вилл очень похожи. Я думаю, многие заметили, что даже номер чем-то напоминает нашу виллу. То есть здесь различие только в удаленности от пляжа и видом на море. Но если вдруг кому-то интересно посмотреть все категории номеров, у меня на канале есть полный обзор в Аннабель, поэтому проходите по ссылке в описании. Я думаю, что возникнут вопросы по стоимости номеров. Стоимость сейчас у нас ковид, поэтому цены ниже, чем обычно. Стоимость номеров здесь в данный момент начинается от $250 в сутки за номер на 2 с завтраком. А еще в Аннабель получил сертификат CSHI+, то есть он соответствует новым санитарным нормам и может принимать вакцинированных туристов со 2-й недели. Почему со 2-й недели? Ответ на этот вопрос вы найдете у меня на канале в подробной видеоинструкции, как теперь попасть в Таиланд вакцинированным туристам. Ссылка на него будет в описании. Мне сейчас в моем инстаграме задали очень интересный вопрос, а не упало ли качество обслуживания? Но мы здесь вообще этого не почувствовали. Мне кажется, персонал очень рад, что у них в гостях кто-то есть и стараются по максимуму помочь своим гостям, но при этом не быть навязчивыми. Поэтому за качество не переживайте. Все на высшем уровне. Вообще территория отеля, она очень зеленая. Недаром само вообще название в Аннабель переводится как волшебный лес. И он действительно здесь волшебный. Здесь масса зелени, цветов, которые пахнут. Огромное количество птиц поющих. В общем, даже свой собственный водопад здесь есть. И тут действительно создается ощущение, что вы находитесь как минимум на тропическом острове, а как максимум в волшебном лесу.
Но все же главной жемчужиной отеля Ваннабель является пляж. И пляж — это Чевенгной, это центральная его часть. И я считаю, что это самая лучшая его часть, потому что здесь идеальный заход в море. Он идеален для всех, и для маленьких детей, и для взрослых, которые хотят покупаться. Еще одна из особенностей Ваннабель — то, что он находится в центре пляжа, занимает огромную территорию. Из-за этого на пляже практически нету людей. Сейчас ковид, сейчас у нас вообще нету людей. Но даже до ковида ситуация была примерно такой же. Потому что с правой стороны у нас отели, с левой стороны отели. И посторонние люди сюда попасть не могут. А постояльцам других отелей смысла заходить на территорию другого отеля нету. Ну что же, давайте купаться. В общем, становится страшно. Становится страшно от того, что когда мы сейчас будем выезжать из отеля, нас заколят, потому что нас кормят, такое ощущение, на убой. Вы видели обед, вы видели ужин, вы видели завтрак, и это еще не все. У нас еще afternoon tea. Вы посмотрите, какой afternoon tea. Очень вкусно. И вот мы сейчас съели верхний этаж, это была тайская кухня, закуски, и, как говорят тайцы, арой макмак. Арой — это вкусно, макмак — это, то есть, очень вкусно, вот, действительно очень-очень вкусно. Сейчас мы будем есть второй этаж, это европейская кухня. И Потом будет еще десерт. этот afternoon tea, конечно, был просто убийственный, заменил нам обед. Мы идем в номер. Ну, мы точнее не идем, мы, наверное, просто катимся. Это, наверное, самое правильное определение нашего сейчас состояния, потому что, кажется, что они были маленькие, все эти закуски, но их много и достаточно сытные. В принципе, даже обедать-то и... Я думаю, мы не то что обедать, мы даже ужинать не будем и, возможно, даже завтра завтракать. Потому что надо приходить в себя после такого отдыха. Наше пребывание в отеле Ваннабель подходит к завершению. Это были 2 замечательных дня, которые пролетели просто как одно мгновение. Но самое главное, мы почувствовали себя туристами. И это непередаваемое чувство в нынешнее время. Очень надеемся, что в скором будущем ситуация в мире и в Таиланде изменится, и вы тоже сможете насладиться отдыхом в этом шикарном отеле. Ну а мы прощаемся с вами. До новых встреч. Пока.